Братья рыболовы и сестрички, всем привет! Сегодня мы, естественно, снова на рыбалке. У меня наконец-то долгожданный выходной день. Работал без выходных, 8 дней. Вот. А на прошлых выходных, к сожалению, рыбалка не задалась. Но надеюсь, что сегодня все будет у нас гораздо интересней. Потому что в прошлой неделе я поймал всего 2 вот таких ерша, поэтому ничего не снял. Вот, ну вот сегодня что, я приехал опять заранее, по темну. Я что-то полюбил в последнее время приезжать, скажем так, сильно затемно на рыбалку. У нас в 9 часов только начинает светать. Вот, а я приехал сегодня вообще в 6 утра. Вот, так что сейчас, надеюсь, что мы сразу же найдем рыбу в эхолот, сядем и что-нибудь половим интересное. Ну а что касается места, которое я сегодня выбрал, это вот он, городской затон. Прям, смотрите, возле домов, возле многоэтажек будем рыбачить. Поэтому, по сути, рыбалка прям в черте города будет происходить. Вот. Здесь очень интересно в это время бывает. Главное добраться вон туда, там получается выход такой из протоки. И очень часто в конце декабря, в начале января, вот там, где выход, там яма очень хорошая. И там и лещ крупный клюет, и крупный ясь. И самое главное, вот я бы очень сильно хотел половить большую жирную плотву. Ну, посмотрим, сейчас доберемся до точки. Надеюсь, что все будет здорово и шикарно. Ну что, сразу в палатке создаем романтику. Во-первых, чтобы было светлее, потому что темно еще совсем. А во-вторых, чтобы немножко было теплее. На улице все-таки не май месяц далеко. Сегодня холодно, где-то 20-очка. Но вот так в палатке со свечками прекрасно. Мне, кстати, писали в комментариях, не угоришь ли ты от свеч. Ну и на самом деле скажу я вам, вот по моему опыту рыбалки, я так рыбачу уже очень-очень давно, зимой лет, наверное, 15 как минимум со свечками. Вот, слушайте, ну не было такого, чтобы я угорал от них, чтобы у меня голова кружилась. В отличие, кстати говоря, от газа, от газовых плиток и разных газовых обогревателей. От них действительно можно угореть. Но в любом случае дам такой очень-очень важный совет. Ребята, обязательно проветривайте палатку, немножко окошко приоткрывайте, и тогда вы точно не угорите ни от газа, ни от свечек. В общем, берегите себя, это важно. Что касается снасти, на которую я сегодня начну рыбалку, то вот тандем. Я уже на него в этом году много раз рыбачил, рассказывал, как он делается. Если кто не видел ролик, может посмотреть выше в подсказке. Вот, ну, в общем, суть такова, что снизу мормышка, а сверху идет крючок. Вот в качестве насадки буду пока использовать пучки мотыля. Все-таки есть надежда в этом месте у нас с вами на леща. Вот, ну и обратите внимание на мормышку. Вот она какая, похожая на малька, да? Ну, это такая удлиненная капля получается, с черным глазом. Вот, ну не знаю, светофор, наверное, цвет. Я бы его назвал так. Тоже такой момент заметил, по крайней мере, раньше. На светофорчик очень-очень хорошо в этом месте ловилось. Посмотрим, как будет сегодня. Рыбу удалось нам найти практически с вами сразу. На третьей лунке от 3 метров до 5 пробурился. Но вот решил сесть, здесь 4,7 глубина. Вот, и картина здесь на всех остальных лунках была не такая интересная, то есть какая-то мелочь ходила, а здесь вот дно буграми периодически появляется, то есть сейчас не видно, ну как всегда, когда камеру включаешь, хотя нет, вот он, вот бугор, но это еще маленький, здесь вот 2 минуты назад бугры были просто до полэкрана, то есть какой-то крупняк ходит по дну. Вот все-таки пока темно, у меня надежда, конечно, на леща и, может быть, на езя, то есть хочется что-то крупное, большое половить, и вполне вероятно, что это именно эта рыба ходит. Понятное дело, что рыба ходит, но ее все равно надо шевельнуть, подкормить. Я сегодня немного так по-хитрому это буду делать, как всегда. Вот, в общем, я подготовил 2 вида прикормки, один жидкий, один сыпучий. Вот, сейчас мы закормим ими по очереди. Вот. Что касается сыпучего прикорма, вот можно наблюдать, какой у него цвет. Цвет, кстати говоря, под цвет грунта я делаю. А вот эти вот белые крупинки, частички, вот они, видите, это манка. Вот, ну, манка, она рыбу всегда приманивает, но ее лучше всего добавлять уже после, собственно, того, как вы прикорм замесили. То есть прикормку мы замешиваем, увлажняем, ну, вот, потом добавляем манку. Но вот эту вот, получается, посудину, тут у меня что, где-то около литра, наверное, да, контейнер. Вот, ну, да, на литр прикормки где-то 3 столовые ложки манки, этого, в принципе, достаточно нам. Ой, так, ну что у нас здесь? Интересно будет, да? Знаете, течения особо нету. Я уже мормышку опускал, проверил. Птички, в принципе, нету, поэтому жидкий корм здесь должен сработать. А
прикол-то в том, что, знаете, сейчас уже у нас в Сибири очень рано наступает глухозимье, оно уже, по сути, наступило. Вот, такой вот жидкий прикорм. Кстати, рецепт можете посмотреть выше, я недавно снимал, вот подсказки над роликом. Жидкий прикорм, он создает такой взрывной эффект. То есть мы когда кормим в дно, для этого, конечно, обязательно использовать вот такого вот плана кормушку. Вот, никакие спицевые кормушки, скажем так, ну, где вставляются штырьки, здесь не подойдут, потому что будет все вытекать. Нужна кормушка, чтобы она, ну, скажем так, спортивного типа, чтобы плотно облегала дно, чтобы все не вытекало сразу. Вот, и когда мы кормим этой жидкой прикормкой дно, у нас создается такой эффект взрыва облака, прям получается очень сильно, и рыба с дальних расстояний на это облако подтягивается. Сам бы съел, точнее выпил. Пахнет вкусно. Вот так вот. Ну, кормить, конечно же, надо осторожно. Я вот, получается, одну кормушку сыпучей прикормки опустил, вот, и одну мутной. Ну вот уже, видите, видно, как муть поднимается. Все равно не вся она до дна доходит. Это надо какую-то кормушку, я не знаю, с супер герметичным дном создавать. Надо, наверное, самому сделать, попробовать. Ну что, как говорится, ловись рыбка большая, маленькая, да? Интересно, что у нас из этого получится. Будет ли она по темну клевать, или нам утра придется с вами дожидаться. Это, правда, заманчиво, да? Потому что по темну, как правило, крупная рыба берет. Так, а вот она и первая поклевка на стоячку. На игру играл, больше ничего не было. О, а сидит, однако. Кто-то кивок поднял. Мне кажется, это фанерка. А может, плотва. Нет, фанерка. Ах ты. Ну что, друзья, товарищи, рыба есть. Но ее не может здесь не быть. И холод нас не может обманывать. Подлещик был небольшой. От него сопли остались, поэтому я мотыля обновляю. Все-таки, если остается слизь на крючке, то, как правило, рыба ее боится. Это обязательно надо делать, надо ее убирать. Опа, на опускание. И кто у нас? Плотва, похоже. Вряд ли это подлещик. Хотя кто же его знает? Не, подлещик. На мормышку. Такой вот. Пока небольшой, но уже радует. Первая рыба. Ну что, коль небольшой подлещик взялся, я попробую укрупнить нашу насадку. Вот. Пучок мотыля, 6 штук. Надеюсь, нам это поможет разловить крупняк. Уже на самом деле не совсем ночь, дело уж к утру идет, начинает светать. Вот сейчас самое главное не упустить этот момент активного клёва. Как правило, это вот когда только-только рассветает, первый час, вот в этот момент, конечно, можно в этот первый час выловить прям большую трофейную рыбу. Может быть, весь крупняк у дна собрался. Все-таки я нормально так закормил. Я еще одну кормушку опустил. Прикормки прям на дне нормально. И рыба вся должна быть там. Он, кстати говоря, клюнул практически сразу после того, как я мотыля подсыпал. Понемножку надо это тоже дело делать. Здесь течения нету, можно сверху сыпать. Вообще вот по-хорошему поймали одного. О, смотрите, сразу поклевка. Да, по-хорошему одного поймали, и тут же надо подсыпать. Опа. Слушайте, вот это что-то нормальное. Это явно не мелкий, блин, нифига себе. Вот это я подсыпал. Уже не первый раз замечаю, что вот четко в тот момент, когда только ты мотыля подкинул, происходит поклевка. Не знаю, каким образом, как на 5 метрах рыба так реагирует. Ух ты! Вот это да. Что, опять на мормышку взялся.
такой вот. Этот уже прям добрый, да, грамм на 500, я думаю, будет. Хороший подлещик. Ну что, укрупняю наживку. Как говорится, большому рту большой кусок. Да укрупняю, смотрите, 12 штук ставлю. Это просто огромный кусок мяса на большого леща. Они тут есть, точно есть. И вот, как правило, конечно, исключения бывают, но в основном и крупные подлещики, и большие лещи, они любят именно пучки мотыля. Вот у меня тут с лета еще черви остались. Я сегодня с собой не взял, на следующую рыбалку, наверное, возьму их. Вот, интересно червя попробовать тоже зимой. Кстати, если у кого-то был такой опыт рыбалки подледной на червяка, напишите в комментариях, каковы уловы и какие у вас были, собственно, успехи. Потому что я ни разу на червя не пробовал зимой. Но попробовать интересно. Вот я всегда, когда ловлю леща, плотву, да вообще, в принципе, любую мирную рыбу с опускания начинаю. То есть я не сразу ставлю на стоячку, сначала опускаю. Ну, тоже вот имеет смысл так по дну постучать. На плавную игру, в общем, в основном берет такая рыба, конечно. Вот, если поклевки нету, поиграл, тогда все, можно опускать и ждать на стоячку. Ну, по правде говоря, когда мы ловим на стоячку, это не говорит о том, что движения не надо давать, надо. Немножко пальчиком вот так поигрываем, этого вполне достаточно. Ну и повторим процедуру. Слушайте, интересно, сейчас подсыплю сразу же, поклевка будет. Прям, даже не знаю, уже не первый раз я это замечаю. Мистика какая-то. Она же не может на движение с 5 метров среагировать моментально. А вот смотрите. Вот. Мне, кстати, в комментариях написали, что это, возможно, связано с тем, что когда мотыль падает, он задевает леску, ну и типа движение создается. Не знаю. Может быть, просто совпадение такое. Но это уже далеко не первый раз замечено. Тем временем уже практически расцвело. Сейчас, по идее, это самый клев должен начаться. Я смотрю, вот под берегом мужики сидят. Вон там, где выход в Обь уже. Я вот там ни разу не рыбачил, не знаю, что они ловят. Мне кажется, там может быть елец или плотва, потому что там глубина небольшая. Вон они прям под кораблями. А вот здесь тоже интересное местечко, да, видите, коряжник. Надо как-нибудь попробовать его избурить. Здесь окунь должен быть, по идее. Да, и, кстати говоря, у нас вода пришла, вон, видите, мужик так с опаской заходит. Я тоже сегодня заходил немножко с опаской, потому что вода нормально, так где-то сантиметров на 70 пришла аж. И местами вода под берегом, то есть надо аккуратно заходить, конечно же. Вот и тоже он туда почапал, под корабли. Что-то они там ловят. Вот, поклевка. Поднимает. Давай. Короче, вся рыба у дна. На игру нету реакции. Ух ты, отдавливает. Мне кажется, не такой, как тот. Но что-то приятное. Не мелочь. Не мальки, как говорится. Ух ты, да нет, слушайте. Ух ты, я ошибся. Я приятно. Почаще бы так.
Вот что я и говорил. Большой рот любит большие куски мотыля. С удовольствием он съел. Смотрите, и опять на мормышку. Не на крючок, а именно на мормышку берет. Значит, она работает, вот это вот. Светофор так называемый, да? Ну, здесь течения-то нету, но оно есть совсем-совсем слабенькое, практически незаметное. Поэтому, в принципе, нашу вот эту жижу можно понемножку подливать сверху. Ух ты, она подзамерзла. Чуть-чуть. Вот так вот. Помаленьку. Она из-за того, что застыла, вот она стала сейчас более густая. И до дна она по-любому будет доходить. Ну, даже может быть и лучше будет, что мы ее немножко сверху подливаем, потому что это вот облако мути, она будет потихоньку оседать и рыбу приманивать. Вообще здесь, конечно, основная хитрость вот этого закорма моего сегодняшнего. То есть я, получается, пылящей сыпучей прикормкой закормил в дно, потом жижей тоже в дно. То есть получается, это, которая пылящая сыпучая прикормка, там чуть покрупнее фракция, вот она будет долго лежать на дне. Вот, то есть, соответственно, второй вид прикормки жидкий, он взрывается, рыбу подтягивает. Вот. То есть, получается, первый закорм, вот этот сыпучий, он рыбу удерживает, а второй подтягивает. То есть логика, собственно, в этом. Это действительно часто очень работает. Сегодня пока пулеметного клёва нет, но рыба подходит. Рыба есть, и поклевочки тоже есть. Вон уже давно кто-то клюет, пока я вам тут свои секреты и хитрости рассказываю. Кивок-то, блин, поднимает. Поднимала, точнее. Что-то небольшое, да? Ну да, не такой. Не такой, как вон тот. А это на крючок взял. На крючок берут поменьше. За краешек верхней губы. За краешек, но хрен вытащишь. Да, подлещики это, конечно, хорошо, но где ж плотва? Уже все расцвело. Уже даже не утро, день практически наступил. Плотвы-то тут много, она всегда была. Интересно, будет она сегодня или нет? Все-таки эту даму половить всегда приятно, правда же? Особенно крупную. Да в такое время уже практически глухозимье у нас в Сибири. Меня, кстати, в комментариях спрашивали по поводу черпака. На самом деле он вырезан из обычной канистры. То есть ручка от канистры вырезается, делаются вот такие вот дырки. И на самом деле вещь классная. Здесь, ну, из-за того, что он как бы делается из пластика, да, получается, не намерзает наледь. Вот. Ну и плюс ко всему он легкий. Ну и еще самый главный плюс, что он широкий. Можно сразу прям много шуги убирать. Ух ты, какая нетипичная для подлещика поклевка, правда же? Неужто это плотва? Ага. Размечтался Никита Батькович. Зато тут, смотрите, плюс 2 крючков. Вон. За плавник и за рот. Ну, ртом-то крючок она взяла. Мормышка. Попой мормышку, ртом, блин, крючок. Вот видите, ест она, ест прикорм. Вот, ну что-то мелковатая, конечно, а? Точнее, мелковатый подлещик. Или мелковатая, может, это девочка. Мы не знаем, какой пол этой рыбы. Да, какая же сегодня прекрасная погода. Просто вылезло солнце, наступил день.
Мужички, я смотрю, перемещаются, ходят. Кто-то в палатках рыбачит, кто-то двигается активно. Но стоит отметить, что рыбалка, судя по всему, капризная у всех. Потому что сильно много народу было с утра. Палаточный городок прям целый. А сейчас уже все подразбежались. Но я тоже не стал долго засиживаться на одном месте. Поклевки вообще перестали. Так-то они не ахти были. То есть клев, мягко говоря, такой очень-очень слабенький. Вот, в общем, походил я вообще везде, побурил, даже на 2 метрах. Думал, может, плотву найду, ставлю в эхолот. Ну нет, плотвы вообще нигде не видно. Ну, в общем, сел примерно там же, где был, только перешел на ту сторону протоки. Глубина 4,3 метра, и по дну показывает, что крупная рыба ходит. Процедуру прикармливания повторил, также с упухой в дно и жижей в дно. Посмотрим, что из этого получится. Хочется, конечно, крупнячок подловить. Ну, знаете, уже хорошо, в палаточке тепло, я кайфую, наслаждаюсь. Рыбалка в любом случае уже у нас получается, это правда. Да уж, вот я не думал, что до такого безобразия сегодня дойдет дело. Поставил вот удочку с 8-кой. 8-ка это значит 2,08 леска. И мормышка очень маленькая, всего лишь 0,14 грамма. Потому что с грубой снастью, ну, с моим тандемом, поклевок сейчас нету. Вот она, вот эту снасть я только опустил, у меня была вот-вот, и вот опять поклевка. Вот смотрите, и рыба вот так вот. Ха-ха. На тонкую снасть. А почему я так решил сделать? Потому что в эхолот рыбы ходит много, видно, что она прикорм кушает. Но брать не берет. Смотри, 11 не хочет. 8-ка, пожалуйста. Опа, ребятушки. Это же прекрасная дама. Вот не зря переместились. Да, может и не крупная, но это плотва, друзья. Счастье. Вот показываю мормышку. Вот смотрите. Маленькая черная капля. 0,14 грамма всего. Очень маленький крючок, тут 22 номера. Вот. И, пожалуйста, и ловит это дело. Но я, по правде говоря, как ушел с рыболовного спорта, это было что, уже где-то около 3 лет назад, я как-то перестал ловить на такие тонкие снасти, только в каких-то крайних случаях. Ну, возможно, сегодня он именно такой. Ну, посмотрим, может, дойдет дело опять у нас до нашей снасти с тандемом. Все-таки, если начнут подлещики или лещи клевать, ну, с 2,08 леской, конечно, проблемно будет их вываживать. Но, знаете, может быть такое, что они и не будут, блин, клевать на толстую. Но это правда, конечно, интересно. Потому что плотвы стоит много, но нет, не берет она на большую мормышку с толстой леской. Капризная рыба. Но ее здесь много. Клюнет ли сразу, интересно. Вообще, на самом деле, 2,08 это еще не самая деликатная снасть. Вот, смотрите, сразу же. Прекрасно. Это опять плотва, по сопротивлению это чувствую. Я когда спортом занимался, блин, доходило до 2,05. Представляете, лесочек. Опа! Да какая там хорошенькая. Ну, прелесть. Мне нравится такая рыбалка. Плотвичка. Ох, да. Хочется, слушайте, что-то покрупней. Хочется сказать, что почему я сразу этого не сделал сегодня. Может быть, и на том месте бы разловил бы плотву. Она просто действительно выпендривается. Ой, как тянет. Ну да, с тонкой леской это, конечно, тихо. Торопиться не стоит нам. Вообще плотва ли это? Плотва. Ух ты какая. Ай-яй-яй. Ну, конечно, не такая, как мы на Бердском заливе ловили, да. Но для черты города это прям прекрасная плотва. Ну, правда. Грамм по 100, даже, наверное, больше. Ну что, друзья, товарищи, я недавно снимал ролик, как сделать волшебное тесто для рыбалки. Ну, я его так в шутку называю волшебным, ничего волшебного нету. Вот, рабочее тесто, которое делается из пшена и манки. Рецепт можете посмотреть, подсказки выше. Вот так вот оно выглядит. Я думаю, что, как говорится, Валера, настало твое время. Надо попробовать на него. Маленький вот такой вот кусочек нацепим. Вот, оно очень хорошо пылит, потому что оно делается из манки. Вот, но единственный момент, оно на крючке не супер держится, оно немножко рыхлое получается. Но в этом-то у него и соль, скажем так. Оно по консистенции получается, ну, что-то среднее между хлебом и тестом.
Вот. Если оно у вас получилось именно такое, то вы не расстраивайтесь, это получилось как раз то, что надо. Вот молодец. Работает пшеноманка, однако работает. Клюет сразу. Ну вот понимаю, что можно сказать, что когда клюет, она клюет на все это, да. Но все-таки перебор насадок может иногда, ну, допустим, заставить рыбу покрупнее ловиться. А с плотвой часто бывает, что на мотыля мелкая клюет, а на тесто крупнее. Ну, пока, честно говоря, все как на подбор. Это даже, наверное, мельче всех. О, как подняло-то, а! Как же это было красиво. Прям по заказу подняло кивок вверх. Да, но почему я это раньше не сделал? Может быть, перемещаться не надо было, правда же? Может быть, в том месте бы тоже плотва разловилась у нас, потому что и холоп что-то показывал. Так, да, плотва опять, плотва. Это удивительно, подлещика вообще нет. Он как будто бы исчез куда-то. Вот как хорошо-то, а. Да, правда, если бы была грубая снасть, просто поклевку невозможно было бы увидеть. Тут нужен и кивок мягкий, и мормышка маленькая, и леска тонкая. Вот и вся хитрость, собственно, чтобы разловить капризную рыбу. Это какая малюточка. Малюточку отпустим обратно. С пожеланиями позвать крупняк. Ну, либо вырасти килограмм на 5, и потом мы ее поймаем. Когда-нибудь, лет через 5. Ну что, дорогие зрители, настала пора завершать сегодняшний день. Я на самом деле получил просто, не знаю, массу удовольствия, потому что и подлещик был, и плотва, то есть рыбалка получилась, с одной стороны, капризная, но с другой стороны, она получилась очень-очень разнообразная. Вот наш итоговый сегодняшний улов из того, что мы забирали. Совсем мелких я, конечно, отпускал. То, что покрупнее забрал. Ну, не знаю, килограмма 3, наверное, в общей сложности получилось. Вот они, плотвички у нас тут. И фанерки вот с утра-то какие были вообще добрые. Грамм по 400, я думаю, будут. Ребят, напишите в комментариях, какую рыбалку бы вы хотели от меня увидеть, на какую снасть половить, что еще рассказать. Мне всегда интересно ваше мнение. Вот, ну, естественно, все в рамках разумного, потому что я все-таки человек без автомобиля. Вот, езжу по возможности, куда получается, в основном в черте города. Но очень сильно надеюсь, что в ближайшее время будут получаться рыбалки где-нибудь и на море, и, может быть, и куда-нибудь другой город, дай бог, получится съездить. Конечно, хочется путешествовать, хочется более серьезных каких-то рыбалок. Ну, как говорится, что имеем, то имеем. Самое главное, что мы не сдаемся, занимаемся нашим любимым делом. Вот, очень вас просим всегда оставлять комментарии, лайк поставить, дизлайк, потому что ваша активность нам помогает развиваться. Всем ни хвоста, ни души, до новых встреч, пока-пока.